Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Итак, вы решили открыть визу в США. Неважно, туристическую, рабочую, студенческую или любую другую неиммиграционную визу, вам будет необходимо заполнить форму DS-160. И в этом видео я подробно и максимально доступно расскажу и покажу, как заполнить эту анкету. Ну а полный перечень типов виз, для которых необходимо заполнять форму DS-160, я оставлю в описании. Весь процесс получения визы условно можно разделить на 6 этапов. Первый– определить тип визы, который подходит именно вам. Для этого можно ознакомиться с реестром неиммиграционных виз на официальном сайте, ссылку на который я оставлю в описании. Второй этап– оплатить консульский сбор. Его стоимость варьируется от 160 до 265 долларов США и зависит от типа визы. Самые распространенные– туристические и студенческие визы, стоят по 160 долларов. Третий– заполнить анкету DS-160. Четвертый этап– после оплаты консульского сбора и заполнения анкеты необходимо создать учетную запись в системе официального сайта консульства и выбрать дату собеседования. Пятый– назначенную дату прийти в посольство для прохождения интервью. Шестой и последний этап– получить ваш паспорт с визой или без. Я рекомендую посмотреть это видео дважды. Первый раз, чтобы понять, какие документы и информация вам понадобится, и во второй раз вместе со мной пошагово заполнить всю анкету. Заполнять форму DS-160, как и остальные анкеты, необходимо только на официальном сайте и только на английском языке. Ссылку на этот сайт вы найдете в описании. Чтобы не попасть в неприятности, не передавайте свои данные третьим лицам и заполняйте анкету самостоятельно. В этом вам поможет наша инструкция. Так что запасайтесь терпением и давайте начинать. Попав на официальный сайт, вы увидите два раздела– иммигранты и неиммигранты. Нас интересует заполнение формы DS-160. Нажимаем на эту строчку. Вас перенаправят на страницу, где будет необходимо выбрать страну, в которой вы собираетесь получать визу. Выбираем страну из предложенного списка, а затем вводим проверочный код с картинки. Для большинства стран к электронной анкете необходимо добавить цифровую фотографию. Если ваша страна входит в этот список, страница перезагрузится и появится уведомление про фотографию. Проверочный код будет необходимо ввести заново, а затем нажать на кнопку Start an Application. На новой странице вы увидите, что вам присвоен Applicant ID. Этот номер вам пригодится в дальнейшем, если вас выбьет из системы, или вы вдруг решите завершить регистрацию позже, и вам необходимо будет зайти в свою учетную запись повторно, а также для создания заявки на собеседование. Ставим галочку в графе «Я прочел условия», тем самым соглашаясь с политикой конфиденциальности. Без этого заполнить анкету и получить визу у вас не выйдет, так что это обязательный пункт. Вся указанная далее информация будет использоваться сотрудниками для решения выдачи визы, а также при необходимости может быть передана федеральным или местным органам власти, членам Конгресса или должностным лицам иностранных правительств. Внизу страницы выбираем секретный вопрос из списка и отвечаем на него. В моем случае стоит фамилия отца вашего отца, но по желанию можно выбрать и другой вопрос из списка. Вводим фамилию и нажимаем Continue. Приступаем к заполнению ваших персональных данных. Я напоминаю, что заполнять данные необходимо только на английском языке. В первую строку вводим вашу фамилию так, как она указана в вашем загранпаспорте. Далее имя. Третий пункт– ваше имя и фамилия на родном языке. Отчество не вписываем, если оно не указано в загранпаспорте. Это, кстати, единственный пункт, где вам понадобится вносить данные не на английском. Следующий вопрос. Использовали ли вы когда-нибудь другую фамилию? Если нет, ставим галочку на No. Если у вас была девичья, религиозная или другая фамилия до текущей, выбираем Yes и вписываем эту фамилию. Далее вопрос. Присвоен ли вам телекод или персональный номер имени? Ставим Нет и переходим дальше. Выбираем ваш пол и текущее семейное положение. Заполняем дату вашего рождения в формате день, месяц, год. Город, где вы родились. Штат, область или район, к которому он относится. И страну.
Внизу каждой страницы, прежде чем перейти на другую, обязательно сохраняйте все ваши данные, нажав на кнопку Save. Иногда вас может выбить из системы, или вы отойдете от компьютера, и весь несохраненный прогресс заполнения анкеты будет утерян. Сохранившись, нажимаем кнопку Next и переходим дальше. Выбираем страну вашего гражданства из предложенного списка и далее заполняем данные. Отвечаем на вопросы, имеете или имели вы раньше гражданство, отличное от того, которое вы указали ранее. Являетесь ли вы резидентом или имеете вид на жительство в стране, отличное от того гражданства, которое вы указали выше. Вводим свой идентификационный номер. Следующий пункт – номер социального страхования или CNN. Это уникальный номер, который присваивается гражданам и резидентам Соединенных Штатов. Данный номер вам могли присвоить, если вы пребывали в США по программе Work and Travel или по рабочей визе. Не путать его с идентификационным номером вашей страны, который вы указали выше. И далее номер налогоплательщика США. В моем случае ставлю «Нет» и нажимаю кнопку Next. На этой странице выбираем тип неиммиграционной визы, который подходит именно вам. Со всем перечнем вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании. Я же выберу туристическую визу тип B2. Следующий вопрос – есть ли у вас план поездки? Тут очень важно указать «да», чтобы у работников посольства и консула было представление, зачем вам выдавать визу. И выбираем из предложенного списка, кто будет оплачивать вашу поездку. Вам предложат выбрать между самостоятельно, другой человек, текущий работодатель, работодатель в США или другая организация. Я выбираю самостоятельно. Если вы выбрали другой вариант, также необходимо будет указать контактные данные человека или организации. Переходим дальше. Если в вопросе «Есть ли у вас план поездки» вы поставили галочку на «Да», вам необходимо будет предоставить краткую информацию о датах прибытия и маршруте. Если на данный момент точных дат у вас нет, указываем примерные даты визита. В первом пункте выбираем дату прибытия. Далее указываем номер рейса. Если вы еще не купили билет и не знаете, ничего страшного, оставляем это поле пустым. Затем указывайте город, куда собираетесь прилететь. Дату вылета из США, если она уже известна. И город, из которого планируете покинуть Соединенные Штаты. В следующем пункте вам необходимо будет указать места, которые вы планируете посетить. Тут я советую выбрать золотую середину и не расписывать слишком коротко или наоборот слишком длинно. Укажите основные города, в которых будете останавливаться, и, например, природные достопримечательности и парки развлечений, которые планируете посетить. Чтобы добавить пункт в список, нажимаем кнопку Add Another. Для примера я укажу 3 локации, но вы можете указать больше. Далее указываем адрес, где вы остановитесь в США. Тут будет достаточно указать адрес первого отеля, друзей или родственников, где вы планируете заселиться по прибытию. В первую строку вписываем название улицы, номер дома и квартиру. Если данная информация уместилась в первую строчку, вторую оставляем пустой. Далее указываем город. Выбираем штат из предложенного списка и вводим почтовый индекс. Вводить его не обязательно, но узнать его можно, пользуясь поиском в интернете. Сохраняемся и переходим дальше. На этой странице отвечаем на вопрос, планируете ли вы одиночную поездку или с вами будет кто-то еще. И следующий вопрос, путешествуете ли вы в составе группы или организации. Если вы поставили «да» в первом вопросе, указывайте фамилию и имя человека, который поедет вместе с вами. И выбирайте из списка, в каких отношениях вы с ним находитесь. Я выбираю супруг. Сохраняем и переходим дальше. Следующий вопрос. Были ли вы когда-нибудь в США? Если да, выбираем Yes. Следующая галочка. Выдавали ли вам регистрационный номер иностранца Департамента внутренней безопасности? Скорее всего нет, так что выбираем No. Далее указываем даты 5 последних визитов. Вписываем дату прибытия в США и количество месяцев пребывания. Следующий вопрос. Выдавали ли вам когда-нибудь визу в США? Если отвечаете «да», вписывайте дату выдачи, класс визы, номер визы и отвечаем на вопросы. Теряли ли вы визу в США или была ли она украдена? Аннулировали ли вам когда-нибудь визу?
Отказывали ли вам в выдаче визы США или во въезде на территорию Соединенных Штатов? Если да, указываем причину и дату. Если нет, двигаемся дальше. На этой странице указываем свою контактную информацию. Вписываем ваш домашний адрес. Не обязательно быть прописанным, но обязательно проживать по данному адресу на текущий момент. Чтобы правильно вписать адрес на английском, воспользуйтесь правилами транслитерации из интернета или переведите страницу Google карт на английский и найдите ваш адрес. В первую строку вводим название улицы, дом и квартиру. Если эти данные уместились в одну строку, вторую оставляем пустой. Далее вписываем название населенного пункта. Штат, область или регион, к которому относится ваш населенный пункт. Почтовый индекс. Из предложенного списка выбираем страну. Отвечаем на вопрос, совпадает ли ваш почтовый адрес с адресом проживания. Так как после выдачи или отказа по визе ваш паспорт будет отправлен курьерской службой на почтовый адрес или в отделение курьерской службы. Вводим ваш номер телефона в международном формате. Если у вас есть второй номер, указываем и его. Если нет, ставим галочку Does not apply. Точно так же вписываем рабочий номер или ставим галочку. Отвечаем на вопрос, использовали ли вы другой телефонный номер за последних 5 лет. Затем указываем ваш электронный почтовый адрес. Если за последних 5 лет у вас был другой, указываем и его. Я настоятельно рекомендую заполнять все данные честно и не заниматься сокрытием требуемой информации. Следующий раздел касается социальных сетей. Вам предложат указать страницы Фейсбука, ВКонтакте, Ютуба и других социальных сетей. Внимательно просмотрите весь список и укажите все. Если у вас несколько страниц на одном ресурсе, укажите и их. Если какой-то платформы в списке не оказалось, ставим галочку в разделе Other Social Media на Yes и вручную вписываем дополнительно. Нажимаем Next и переходим далее. Данный раздел посвящен вашим паспортным данным. В первой строке выбираем тип загранпаспорта. Будут предложены такие варианты: служебный, дипломатический, спецпропуск, например, паспорт ООН, или обычный гражданский. Я выбираю обычный. Указываем его номер, который обычно состоит из букв и цифр. Следующий пункт – регистрационный архивный номер паспорта. Обычно такого номера нет, поэтому ставим галочку на Does not apply. Выбираем страну, которая выдала паспорт. Затем город, штат или регион, если данная информация указана в паспорте. И снова страну. Затем вписываем дату выдачи и дату окончания действия паспорта. Всю эту информацию можно найти на заглавной странице паспорта. Отвечаем на последний вопрос на этой странице. Теряли ли вы когда-нибудь паспорт или был ли он украден? Сохраняем данные и переходим далее. На этой странице необходимо заполнить контактную информацию о человеке, организации или месте, где вы остановитесь. Если вы планируете остановиться не у родственников или друзей, а в отеле, первые две строчки, где необходимо вписать фамилию и имя, оставляем пустыми и ставим галочку на Don't Know. В третьей строчке вписываем название отеля. А затем выбираем из списка, кем для вас приходится контактное лицо. Вам предложат такие варианты: родственник, работодатель, турагентство или другое. В моем случае выбираю другое. Далее вносим адрес отеля, город, штат, почтовый индекс, номер телефона и, если есть, почтовый электронный адрес. Настоятельно рекомендую вносить правдивую информацию. Если вы еще не оплатили отель и даже не забронировали, советую это сделать. Если вы не уверены, что вам точно выдадут визу или не знаете точных дат, на сайте booking.com можно найти множество отелей с бесплатной отменой бронирования. Выберите такой и зарезервируйте для себя номер. Если будет необходимо, бронь можно будет отменить или изменить, но информация, которую вы впишете, будет достоверной. Переходим далее. Приступаем к заполнению данных про ваших родителей и родственников. Вписываем фамилию и имя вашего отца, дату рождения. И ниже отвечаем на вопрос, находится ли ваш отец в США на данный момент. Затем точно так же заполняем данные на вашу маму. И отвечаем на вопросы, есть ли у вас другие близкие родственники, не считая родителей, которые проживают в Соединенных Штатах. А ниже, есть ли у вас какие-либо родственники, не обязательно близкие, проживающие на территории США. Сохраняемся и переходим далее.
Если в пункте семейного положения вы поставили «в браке», вам будет необходимо внести данные о вашем супруге. Сперва вписываем фамилию, затем имя, дату рождения, гражданство, город и страну рождения, а также указываем место жительства. Выбираем из списка. Вам предложат такие варианты. Совпадает с домашним адресом, совпадает с почтовым адресом, совпадает с адресом контактов в США, адрес неизвестен и другой. Тогда будет необходимо указать адрес. Я выбираю «совпадает с домашним адресом» и перехожу далее. В этой части анкеты указываем информацию о работе и учебе на данный момент. Выбираем основное занятие и вносим название организации, работодателя или учебного заведения. Вписываем контактные данные и указываем, с какого числа занимаетесь этим. Ниже можно указать вашу ежемесячную зарплату, если она есть, и если вы можете ее разглашать. Если нет, ставим галочку на Does not apply. Ниже кратко описываем ваши обязанности и переходим дальше. Здесь отвечаем на вопрос, была ли у вас предыдущая работа. Если да, вносим всю необходимую информацию, а именно название организации, адрес и номер телефона, занимаемую должность, фамилию и имя вашего руководителя, дату начала и окончания работы, а также кратко описываем свои обязанности. Обязательно укажите все ваши предыдущие официальные работы в хронологическом порядке. Отвечаем на вопрос, проходили ли вы обучение в заведениях выше, чем средняя школа. Если да, нажимаем Yes. И вносим все необходимые данные. Название учебного заведения, адрес, факультет, а также дату поступления и окончания учебного заведения. И переходим дальше. Отвечаем на вопрос, принадлежите ли вы к клану или племени. Указываем все языки, на которых можете разговаривать. Чтобы добавить несколько, нажимаем кнопку Add Another. Если вы путешествовали по другим странам за последние 5 лет, ставим галочку на Yes и добавляем все страны, где вы побывали. Далее ряд вопросов. Участвовали или работали в социальных или благотворительных организациях? Обладаете ли вы навыками обращения с огне- или взрывоопасными биологическими, химическими или радиоактивными веществами? Проходили ли вы службу в армии? Если да, указывайте страну, род войск, ваше звание, специальность, а также дату начала и окончания службы. Являлись или являетесь членом отряда боевиков, повстанческих или партизанских организаций. Сохраняем данные и переходим далее. Наверное, вы устали, но не волнуйтесь, мы почти закончили. Следующий раздел касается безопасности. Первый вопрос. Болеете ли вы гонореей, сифилисом, туберкулезом и рядом других опасных общественных заболеваний? Обладаете ли вы психическими или физическими расстройствами, которые способны навредить или мешать безопасности вас и окружающих? И последний вопрос на этой странице. Были ли вы когда-нибудь наркозависимы? Сохраняем данные и переходим далее. Чтобы не тянуть время, забегая наперед, скажу. На остальные вопросы раздела безопасности исчерпывающее большинство людей отвечает «нет», поэтому далее я поставлю везде «нет». Однако полный перечень вопросов и их перевод для вашего спокойствия и уверенности вы найдете в конце видео, так что не переключайтесь. И учтите, если в одном из пунктов вы поставите «да», будьте готовы к тому, что вам придется предоставить полную информацию о причине, а также будет существовать вероятность того, что вам откажут в выдаче визы. Пролистав и отметив все пункты, переходим к заключительной части. Необходимо добавить цифровую фотографию. Она должна соответствовать определенным требованиям, и если фото не будет отвечать указанным стандартам, вы просто не сможете ее загрузить. Проще всего обратиться в фотосалон, уточнив, что вам необходима фотография для визы в США. А для того, чтобы сделать фото самостоятельно, воспользуйтесь инструкцией, которую я оставлю в конце видео. Итак, нажимаем кнопку Upload Your Photo и попадаем на страницу, где будет необходимо загрузить фотографию. Нажимаем кнопку «Выберите файл» и находим фотографию на вашем устройстве. Нажимаем Next.
Если все требования относительно качества, размера, формата были соблюдены, вы увидите такую страницу, где будет написано, что фотография прошла проверку стандарта качества. Кстати, точно таким же требованиям должна отвечать и фотография, которую необходимо отправлять вместе с анкетой на участие в лотерее Green Card. У нас есть отдельное видео, где мы точно в таком же формате видеоинструкции рассказываем, как заполнить анкету для участия в лотерее. Ссылку на него я оставлю в описании. Нажимаем Next. На этой странице снова нажимаем Next, тем самым подтверждая, что выбрана необходимая фотография. Далее система дает возможность перепроверить все ваши данные. Внимательно просмотрите все пункты. Если нашли ошибку, вернитесь в необходимый раздел и исправьте. После того, как вы отправите анкету, изменить данные возможности не будет. Если все в порядке, нажимаем Next, Sign and Submit. На этой странице вам будет необходимо поставить электронную подпись в системе, тем самым подтвердив, что вы внесли все необходимые данные для рассмотрения вашей заявки на получение визы. Вас спрашивают, помогал ли кто-то заполнять анкету. Ставим галочку «Нет». Вписываем свой номер паспорта и проверочный код с картинки. Нажимаем кнопку «Подписать и подать заявку», а затем на кнопку «Далее. Подтверждение». Вы увидите вот такую страницу с вашими данными и персональным штрих-кодом. Вам необходимо ее распечатать и принести с собой на собеседование в посольство. Для этого нажимаем на кнопку Print Confirmation, и если у вас подключен принтер, сразу печатаем. Если нет, то сохраняем анкету на компьютер. Также вы можете отправить ее на ваш электронный адрес, а затем распечатать. Вы можете распечатать и всю анкету, но ее с собой на собеседование приносить не нужно, только эту страницу со штрих-кодом. И напоследок, как я и обещала, перечень всех вопросов и их перевод из раздела безопасности. А также требования к цифровой фотографии. Поздравляю, вы справились! Надеюсь, наша подробная инструкция помогла вам быстро во всем разобраться и не наделать ошибок. Кроме анкеты, вам необходимо оплатить консульский сбор, создать учетную запись на сайте посольства, внести номер анкеты и квитанции об оплате и другие данные. Только после всего этого выбрать дату собеседования. О том, как это сделать, вы узнаете в нашем следующем ролике, ссылку на который вы также найдете в описании под этим видео. Если информация для вас была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Расскажите в комментариях, вы уже получали визу или планируете делать это впервые? Сколько времени на заполнение анкеты потратили вы? Каждую неделю мы делимся полезным контентом, а когда на канале наберется 200 подписчиков, будем разыгрывать подарки среди вас. Так что зовите друзей и оставайтесь с нами.